Первый сезон Frieren стал редким случаем, когда фэнтези-аниме оказалось не про подвиги и победы, а про память, утраты и то, как время незаметно меняет все вокруг. До поры до времени. Во втором сезоне нас ждет очередной слом ритма повествования и сокращенный формат. Всего 10 серий. В довесок к этому произошла смена режиссера. Поэтому в этом видео я вам расскажу все новости, мнения из студии и свои ожидания от продолжения. Без спойлеров и завышенных иллюзий. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Второй сезон стартует сегодня, 16 января. Выходить будет, как обычно, по пятницам. Рисует та же студия Madhouse. Даже композитор тот же, Иван Кол. Что еще? Уже упоминавшегося в аниме героя Юга озвучит Кадзухико Иноуэ, Сэю Какаши. Ну и одна из главных новостей. Уже достоверно известно, что второй сезон будет длиться... Сколько? 10 серий? Если кто забыл, первый сезон, нарушая все каноны, шел целых 28 серий, из которых первые 4 зарелизили одновременно только для того, чтобы зритель залпом посмотрел всю подводку к полноценному путешествию. Это что получается? Мы почти 2 года ждали куцый 10-серийный огрызок стандартного сезона? Жесть! У меня была примерно такая первая реакция. Это на корню ломает предикты примерно 100% ютуберов, которые ждали во втором сезоне хваленую арку Эльдорадо. 10 серий — это либо очень плотное повествование галопом, либо наоборот, осознанный камерный сезон, который сосредоточится не на масштабных событиях, а на пути и атмосфере. То есть то, за что Frieren полюбила как минимум первая половина аудитории. Именно этот ограниченный хронометраж уже сейчас вызывает вопросы. Какие арки войдут, какие точно останутся за кадром и как вообще изменится ритм истории. Но прежде чем гадать о сюжете, нужно разобраться в самом важном изменении второго сезона — смене режиссера. В кресло главного режиссера второго сезона сядет Томоя Китагава, заменив на посту Кейичиро Сайто. Если что, именно Сайто мы обязаны тем, что аниме выглядит лучше, чем манга, повествует лучше, чем манга, убирает некоторые сюжетные нелепости и так далее. Количество изменений относительно оригинала слишком велико, и большая их часть строго положительная. Можете посмотреть сразу 2 моих ролика на эту тему. Словом, успех Frieren — это в том числе и заслуга Сайто, и теперь этот крутой мужик больше не на посту. Когда закончился первый сезон, встал вопрос, что делать со вторым сезоном, поскольку в первом сезоне я исчерпал свои силы. То есть, по-русски говоря, он попросту выгорел. Неудивительно, учитывая то, что ему пришлось провести просто титаническую работу. И он решает передать работу над Frieren Китагаве, который также работал над первым сезоном режиссером сразу 3 эпизодов. Это эпизод номер 2, в котором в аниме впервые показывают Ферн и ее обучение, 8-й эпизод из арки про графа Граната и ауру Гильотину, и 25-й, тот, в котором начался бой Frieren против своего клона. Сам же Сайто далеко не уходит, оставаясь на должности супервайзера. Да, он следит за общим положением дел во время работы над аниме, но лишь дает советы и не принимает ключевых решений. Во втором сезоне композиция, тайминги и игра немного отличаются от моей, поэтому я думаю, что это стиль Китагавы или, возможно, привычка. В начале первой серии второго сезона Китагава добавил сцены, которых изначально не было в сценарии. И я думаю, что это передает то, что Китагава пытается сделать со вторым сезоном. Ну что же, скоро узнаем, что он насвоевольничал в первой серии, но главное, что нам следует уяснить, это то, что новый режиссер уже знает мир Frieren, а его назначение скорее эволюция, чем какой-то слом. Атмосфера и тон сериала, которые мы полюбили, остаются, но могут появиться новые режиссерские нюансы. Если не знаешь, чем занять себя вечером, то знай, что таких проблем нет у подписчиков моего Boosty. Ведь там лежат не только больше 2 часов контента по безработному, которые ты не увидишь до выхода 3-го сезона, но и каждый день выходят реакции на всевозможные аниме. Просто вечером приходишь, и у тебя есть что смотреть. Спасибо всем, кто уже подписан, но отдельное спасибо Сейп4 и Николаю Бондаренко.
Если говорить про сюжет второго сезона Frieren, ключевым ограничением становится не манга, а хронометраж. Первый сезон адаптировал 60 глав за 28 серий, то есть чуть больше 2 глав манги на серию, и это очень бережный темп, чтобы сохранить атмосферу. Блич, Тысячелетняя кровавая война, вон адаптировали вообще по 5 глав на серию ради динамики, но попутно вырезая сцену за сценой. Эльфийке это вроде как не грозит. Однако с 61 по 80 главы Frieren с отрядом путешествует по Северному плато, а с 81 уже начинается главный хайп всей манги — арка Эльдорадо. Она слишком объемная, слишком насыщенная событиями, слишком крутая, если быть честным, и требует пространства, которого у сезона попросту нет. Если бы был классический удвоенный сезон на 24 серии, все бы сложилось, и Frieren заняла бы сразу 2 верхние строчки в топ My Anime List, но, увы. Однако 20 глав путешествия до Эльдорадо ложатся ровно в 10 запланированных серий. И тут кроется еще одна загвоздка, только уже в плане восприятия зрителям. Первый сезон закончился яркой аркой экзамена на мага первого ранга, крутыми боями, кучей новых персонажей и эпиком на полную катушку. Многим не нравится эта арка, и ее часто считают слишком сёнэновской. Другие же, наоборот, видят в ней раскручивающийся маховик эпика. Ведь чем дальше на север, тем должно быть опаснее, правда? Проблема в том, что дальше манга возвращается к корням. Снова будет много меланхоличных, самостоятельных историй на одну главу. Типа квестов в духе «почисти статую» или «убей монстра, что поселился неподалеку». И очевидно, их следует адаптировать также по 1-2 истории на серию, прямо как в начале первого сезона. А его много кто успел окрестить душным. И это все упадет ледяным душем на тех, кто терпел начало аниме ради круто санимированных боев арки экзамена. Я таких лично знаю. И я предвижу живой в комментариях о том, что Frieren опять куда-то идет, опять ничего не происходит, и вообще аниме скатилось. Однако в этих сериях закладывается фундамент и развешиваются ружья на то самое мегаэпичное Эльдорадо. В этих сериях раскроют чуть больше лора про войну с владыкой демонов, ну и с середины сезона должны экранизировать арку Божественного Револта. И вот там уже аниматоры должны снова показать уровень боевой анимации. Но до этого, да, нужно перетерпеть. Честно, я тоже ждал арку Эльдорадо во втором сезоне. Если считать по главам, она бы отлично поместилась. Но недавно меня озарило. А что если в продакшн-комитете засмотрелись на успех Клиночка или же Бензочела? Понимаю, звучит как бред, но эй, это мой канал, что хочу, то и фантазирую. Как вы уже знаете, а про это не знаю только ленивый, фильм по Клинку просто порвал все чарты и заработал столько денег, сколько мало кому снилось. Не менее успешно залетел и фильм «Человек-бензопила. История Реза». У меня, кстати, есть реакция на него на Бусти. И вот я подумал, а может ли быть такое, что нам специально дают урезанный до 10 серий второй сезон для того, чтобы сделать по Эльдорадо фильм? Не третий сезон из 12 серий, посвященный арке Эльдорадо, а полноценный полнометражный фильм. Я понимаю, что арка Реза длится 12 глав, а Эльдорадо 24. Да, такой фильм должен будет длиться, наверное, часа 2,5. Но можно же помечтать немного. Зато просто прикиньте уровень хайпа, а также толпы людей, идущих в кинотеатры на лучшую арку манги. Там и сражений достаточно, и сюжет затягивающий, который несколько раз меняет отношение читателя к главному злодею. Да еще и крутейший старик Денкин будет не на последних ролях. И на фильм обычно выделяют куда больше сроки и бюджет. Это было бы событие года. Но, скорее всего, нас просто ждет третий сезон. Вообще, сюжет Frieren обладает простейшей структурой качелей, просто гипертрофированной. Нам могут несколько серий подряд показывать истории, посвященные одному месту, одному разговору, да даже одному воспоминанию. Вспомните хотя бы серию про кольцо. При этом половина зрителей будет кайфовать от истории про неотвратимость времени. Вторая же будет задыхаться без экшена, а потом целую арку будет наоборот.
Но это не баг, это фича. Так что кто-то обязательно разочаруется во втором сезоне FreeRAN. Ну а раз вы досмотрели аж до сюда, то может быть вы поставите лайк и напишите комментарий о том, какие серии находят у вас больше эмоциональный отклик. Экшоновые или же меланхоличные? А может быть и те, и другие? Обязательно чекните видео про 15 вещей, которые вы могли не заметить во FreeRAN. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока!